День 1631. Алекс на связи. Неважно, какие датчики использовать в умном доме, самодельные или фирменные, иногда они, конечно, начинают работать совсем неправильно, не так, как от них ожидаешь. И, конечно, это тоже превращается в некоторое выживание в умном доме. Датчики могут не только передавать неправильные значения, например, так у меня делал датчик Xiaomi, датчик температуры и влажности, который по непонятной причине начал отправлять какие-то очень странные показания. Может быть, это было, конечно, связано не с самим датчиком, а с системой, которая его обрабатывает уже на стороне сервера умного дома. Но значения приходили 55 градусов температура и 55 влажность процентов. Конечно, влажность это еще может быть такое, на 55 градусов в комнате у меня это вряд ли. Даже летом в самую жару такого не бывало ни разу. А еще хуже, когда датчик вообще перестает передавать значения. Если, например, в комнате используется один датчик, например, температуры, то, конечно, ниоткуда уже ее взять не получится, и сценарии будут работать все неправильно. А если датчик влажности, например, и по нему включается какой-нибудь увлажнитель или вентилятор, наоборот, то, конечно, тоже может быть высокая влажность, а ничего не включится, потому что значения нету. Конечно, можно ориентироваться на какое-то последнее значение, но на самом деле это неправильно. И, например, я делаю так, что я проверяю это значение, чтобы оно не было старее какого-то времени определенного. Если, например, значение там обновлялось в последний раз полчаса назад или час, то я его уже не могу использовать. И, соответственно, сценарий я уже просто отключаю. Еще у меня недавно возникла ситуация странная. Я использую датчик CO2, углекислого газа. Он у меня подключен к микроконтроллеру. Это у меня Arduino используется, и он дальше передает свое значение по радиочастоте 433 МГц на сервер умного дома. И стало, после того, как я его выключил и снова включил, по непонятной причине, он отправляет значение очень большое, это порядка 2500 единиц, что, конечно, нереально, потому что до этого буквально он только что отправлял вполне правильное значение. Может быть, он решил откалиброваться в этот момент автоматически при включении, может быть, просто на него попала пыль. Но в итоге он, конечно, отправляет очень большие значения, и это тоже нужно обрабатывать правильно в сценариях. Например, если там предусмотрено запуск какой-нибудь вентиляции при повышении, то, или сигнализации об этом, то, конечно, начнет все срабатывать или включаться, что не будет каким-то правильным решением в этой ситуации. У меня еще используется достаточно много микроконтроллеров на базе ESP8266. Они используются в разных сценариях и в разных устройствах. Это есть счетчик электроэнергии, который на нем построен. Есть еще самодельный шлюз для приема сигнала по радиочастоте и по инфракрасному каналу. И, конечно, бывает так, что они по какой-то причине теряют связь, либо связь есть, но они, например, перестают работать корректно. Конечно, это может быть какая-нибудь программная ошибка возникнуть, может, что-то накосячил, когда писал программу и неправильно ее отладил для каких-то определенных сценариев, не предусмотрел. Либо это физическая ошибка в микроконтроллере. Там, в принципе, очень легко, установив не ту библиотеку при прошивке, она может в каких-нибудь ситуациях, например, перейти в постоянный reset и, в принципе, может, например, там какая-нибудь команда переполнения памяти возникнуть. Например, я когда делал запросы в качестве веб-сервера
на таких микроконтроллерах, то память быстро переполнялась, и там нужно было специально обрабатывать так, чтобы она не переполнялась. И, конечно, может зависнуть и перестать вообще отвечать такой микроконтроллер. Ну или он может просто потерять, там, например, соединение по MQTT, и даже не само соединение и связь, а именно просто по какой-то причине перестает отрабатывать сценарий, отвечающий за это взаимодействие. Есть еще камеры у меня, которые работают на базе микроконтроллера ESP32CAM. Недавно я купил еще дополнительно к ним Shield. Думал, как раз там Shield, он обеспечивает питание, там есть и стабилизатор, и в принципе вся необходимая обвязка тоже существует на нем, но я их не использую по одной простой причине, что они очень странно и громко пищат, и это очень вызывает какие-то подозрения. Во-первых, это неприятно, ну и уже нет такой гарантии, что они будут работать корректно и что-нибудь с ними не случится. Поэтому я фактически одну камеру такую отключил из-за этого. А вторая у меня, конечно, там сделана дополнительная обвязка, стоит конденсатор еще для борьбы с помехами. И в итоге, конечно, она пока работает, и этот шилд я не стал использовать. Хотя он стоит совсем недешево, наверное, по цене, как вся эта камера вместе взятая. Есть еще несколько светильников у меня умных, тоже самодельные светильники. Они тоже сделаны на базе микроконтроллера ESP8266, но они очень странно тоже работают. В принципе, они очень чувствительны к питанию, потому что там светодиоды используются в большом количестве. Но по какой-то причине бывает так, что микроконтроллер в принципе работает, на все кнопки он отвечает, там, на все нажатия срабатывает корректно, меняет режимы работы этого светильника, но нет связи с ним через систему умного дома, и непонятно, почему это происходит, и в принципе каким-то сценарием я его уже ни включить, ни выключить не могу. А иногда бывает просто там какой-нибудь светодиод, например, начинает светиться, и, конечно, тоже не очень понятно, из-за чего это произошло. Но у них есть реально, конечно, проблема, что сама прошивка довольно такая сложная, и любая неправильная там версия, несовместимая какого-нибудь какой-нибудь библиотеки приводит к очень странным эффектам. Может просто там включиться светильник на какой-то режим, или зависнуть в каком-то режиме, или при переподключении электроэнергии он может включить, тоже сам по себе включиться и не выключаться вообще ничем, ни кнопкой, только из розетки можно будет его выдернуть обратно. Вот. И поэтому, конечно, все это очень ненадежно и нестабильно работает. Конечно, ошибки бывают и железные, и программные. Иногда бывает так, что что-то не работает и не очень понятно. Это устройство не работает, сервер не работает, связь с сервером не работает. Какие-нибудь ошибки из-за питания слабого. Или еще какие-нибудь проблемы наводки внешней возникают. То есть, конечно, это очень сложно определить, и поэтому непонятно, что делать. То ли брать и менять устройство, покупать новое просто, либо каким-то образом перепрограммировать всю сеть, все сценарии переписывать. И очень часто я просто покупаю по несколько одинаковых устройств, просто для того, чтобы убедиться, что если какая-нибудь возникла ошибка, я просто беру аналогичное второе устройство и на нем уже проверяю, есть ли такая ошибка в нем или нет такой ошибки. Разные самописные скрипты для управления умным домом, они, конечно, тоже создают разные дополнительные сложности. Во-первых, это нужно предусматривать правильность алгоритмов, знать, что конкретно делается, в каком языке, какие команды и какие библиотеки были использованы. И, конечно, могут возникать ошибки.
Но даже если использовать там уже проверенную систему, например, там Home Assistant, и даже использовать, например, в каких-то микроконтроллерах специально залитую там прошивку ESP Home, которая тоже вроде там отлажена и проверена, уже там 200 версий вышло, уже много лет используется, и вроде как бы надеешься, что никаких ошибок там нет. Но они могут очень просто начать глючить, либо неправильно работать, либо отправлять какие-то неправильные команды, выполнять какие-то неправильные действия. И, конечно, создают большие-большие проблемы в умном доме. Ну, конечно, еще бывают разные человеческие ошибки, когда кто-нибудь специально включил или случайно нажал какую-нибудь кнопку и включил какой-то сценарий, или перевел систему умного дома в какой-то режим. И тоже не всегда понятно, почему что-то не работает и что в этом случае нужно сделать, что нужно исправить, как искать эту ошибку. И, конечно, мне тут помогает в каком-то мере дашборды, которые можно прийти посмотреть и увидеть там, что включен какой-то режим или выключен какой-то режим. Но если это физически кто-то, какой-нибудь выключатель выключил или какое-нибудь устройство перевел физически в какой-то другой режим, там, выключателем или тумблером, то, конечно, после этого никакая система умного дома не поймет это, и можно очень долго искать причину, почему все работает как-то не так, что-то включается или что-то выключается совсем непредсказуемым образом. Ну и, например, у меня такая была проблема, когда просто у меня что-то срабатывало, я не мог понять, что происходит, почему у меня что-то включалось. Оказалось просто, что кто-то положил дашборд, планшет лицом вниз сенсорным экраном, и там просто нажимались случайным образом какие-то кнопки на этом дашборде, и отправлялась эта информация в систему умного дома. Был еще вариант, когда у меня был один выключатель беспроводной, трехкнопочный, я его временно убрал, просто положил в тумбочку, и, видимо, на него что-то сверху упало в этой тумбочке, и просто начали нажиматься кнопки и отправляться разные сигналы, тоже в умный дом, включаться сценарии. Я уже и забыл, какие сценарии этот включатель запускал, и очень долго искал, что же происходит у меня в умном доме. И чем больше становится устройств, тем становится сложнее всем этим управлять. Каждый датчик или новое устройство начинает взаимодействовать с другими. И вроде как бы это должно быть хорошо, и вроде в этом как раз и смысл умного дома.